Ну, сейчас расскажу историю, когда нет становится самым ярким «да». Как-то мы купили завод с дури. У нас был выбор следующий: либо мы покупаем завод, да, за $1 000 000, а тогда это были катастрофические деньги, нам надо было в долги залезать там и все, или нас с этого завода выбрасывают. Выбор без выбора, как обычно. Приезжаем, и вот проходит первое заседание совета директоров, и тут встает, значит, представитель администрации, такой статный мужчина, и говорит: ну, короче, ребята, так и так, вот столько-то денег на строительство Юмагузинского водохранилища, значит, отправляйте, ну и будет все нормально. Ну, а мы понимали, что если мы будем вот так вот по любой просьбе что-то куда-то отправлять, на заводе рабочих мест не будет, производиться ничего не будет. И мы поняли, что, ну, спорить бесполезно, у них такое мнение, и они не знают другого, кроме как то, что сейчас все с ними согласятся, деньги отправят. И действовал я интуитивно скорее. Я встаю, говорю: вот представитель башкирского Росимущества дал дельное предложение. Предлагаю его внести в список и проголосовать. Ну, он садится, значит, довольный тем, что он, значит, сделал такое заявление. Голосуем. 7 человек в совете директоров. 3 голоса против, 2 воздержались. Это как раз представители завода, ну, чтобы не навлекать на себя. И 1, значит, вот этот за. Секретарь подводит итог, говорит: ну, предложение, так сказать, не принято, едем дальше. Лицо наливается кровью. Его подбрасывает представитель государства со стула, он встает. Вы не понимаете, что делаете. Там эти представители завода, которые были в совете директоров, они, ну, чуть ли не перекрестились. А чего боялись-то? Боялись как раз того, что история взаимодействия государства с этим заводом всегда показывала следующее: что когда кто-то против был, противостоял или защищался от злоупотребления властью или контролем, ну, всегда потом приходили плохие последствия. Федеральные власти, налоговые органы, проверки набрасывались на завод, ну, так, как будто пираньи, да, со всех сторон. Поэтому понятно, что заводчане этого очень боялись, потому что у них был очень большой опыт и практика. Потому что главного бухгалтера этого завода по уголовке отправили на 3 года в колонию. Кто? Очень просто. Директор этого завода и местный глава города. Его просто подставили. Но тут вот пришли ребята молодые, Игорь и Сергей, и сказали, что: ребята, ну, вы реально что хотите? Зарплату, рабочие места, устойчивость работы завода или вот это вот беспросветное существование и так далее? Выбирайте, что вы хотите. Все. Потом был следующий совет директоров, куда уже не приехал Абдулин, представитель государства. Он прислал своего зама. И он тоже сделал предложение отправить куда-то очередные деньги. 2 миллиона рублей отправить на строительство спортивного зала в местном дворце культуры. Совет директоров, опять же, таким образом проголосовал, что надо построить качалку, спортзал в ДК. Но не деньги отправить кому-то, а отдел строительства завода возьмет и построит все, ну, вот эти необходимые там сооружения, инфраструктуру. И даже завод купит эти все гири, гантели и так далее. Ты знаешь, какая смета? 200 тысяч было. 10 раз отличалась смета, значит, то, что он сказал, значит, нужно для этого, и то, что в результате завод затратил. То есть мы уже не просто стали блокировать вот эти все инициативы, нет, мы их как в ушу, мы говорим: давайте мы сделаем, но сделаем это с другим подходом. Все это про времена 1998 год, 2002-2003. Когда мы не удовлетворили их проблемы, было столько угроз в наш адрес. Звонили прям представители всяких контрольно-ревизионных служб, проверок, и говорили: мы к вам вот с проверкой, нам поручили вас проверить с пристрастием. Как проверки приходили? Короче, смотри, у нас на этом заводе картонное производство. Картонное производство требует очень много воды. Все, что мы сбрасываем, мы постоянно лабораторные пробы делаем. И обязательно их сохраняем. Как ты думаешь, почему? Однажды на нас наехала огромная федеральная, ну, проверка, подогретая башкирскими властями, что в реке, ну, ниже, вода предельно допустимой концентрации там зашкаливает. Вот сейчас вот Норникеле проблема такая, да. Их подозрение упало на то, что это наш завод сбрасывает воду, и началось уголовное преследование, давление. Ну все, закрытие завода, ну вот уже завтра. Мы говорим: нет, ребята, стоп. Все образцы воды, которые мы сбрасываем, вот лаборатория, она аккредитована по всем вещам, вот, пожалуйста, берите. Более того, обратите внимание, что вода, которую мы забираем, и вода, которую сбрасываем, то есть мы сбрасываем более чистую воду. Они немножко прифигели как-то. Я говорю: я не знаю, как это, но так как мы знаем, что нас постоянно хотят, ну вот мы так сделали. Давайте ищите.
А рядом стоял горно-обогатительный комбинат. Но ГОК в городе был на особом счету, понимаешь, к нему не пришли. Они решили прикрыться и завести уголовные дела на другой завод, который ничего не сбрасывал, на наш завод. Ну, то есть, слушай, так примерно и начинаются рейдерские все захваты. Вот именно так рейдерство называют. Ну, там что-то пролилось, завели уголовные дела и начали это дело расхлебывать. А потом возникли рейдеры, которые стали это дело увеличивать. Все решаемо. Но надо знать эти кейсы, смотреть вот эти вот видео и говорить, ну, пожалуйста. Ну и, конечно же, следить за своей техникой, чтобы техника не худилась, резервуары не подтекали, иначе вот такие трагедии будут, экологические катастрофы, как сейчас в Норникеле. Это, конечно, ужасно. Ну, в общем, короче, 3-4 раза были такие взаимодействия с властями, и через какое-то время представители власти, ну, как бы привыкли. То есть, на самом деле, можно и нужно взаимодействовать с бизнесом, то есть с заводом, но только схема взаимодействия несколько иная. Не так, что я пришел, там, наехал, и все прогнулись и быстро-быстро что-то сделали, и все. Нет. А схема такая в диалоге, что, ребят, давайте сделаем ценные вещи для города. Давайте. Автократы очень быстро понимают, что те люди, которые умеют отказывать и не соглашаться, но при этом аргументируя позицию, опираясь на коалиции, на другие возможности, да, они становятся очень мощными игроками. Что ждет людей, которые всегда говорят «да», ничего их не ждет. Все, что им выделят, это их ждет. Все, что они хотят, и у них никогда не будет. Вот, поэтому каждый человек должен в своей жизни уметь говорить и «да», и «нет». И тот, кто умеет вовремя, настойчиво говорить «нет», только тот умеет защищаться от злоупотребления власти и контроля. Это очень важно. Страшно ли нам было идти на эти все вещи? Боялись ли мы? Конечно, да. Ну, знаешь, как Рузвельт сказал, человек, который пожертвовал свободой ради безопасности, не заслуживает ни первого, ни второго. Мы действовали интуитивно, мы понимали следующее. Смотри, если мы оставим все как есть, рабочих мест, эффективности, производства не будет. Ну, не будет, понимаешь? Не будет. Если мы сделаем по-другому, у нас хотя бы есть шанс это сделать. То есть понятно, что зачастую никаким образом невозможно остановить доминирующего человека или организацию, кроме как противопоставить ему жесткий и настойчивый ответ. Мощный, быстрый. Не надо ждать. Как это говорит, вам еще ударили по щеке, подставьте другую. Че? Ударили по щеке, тут же нанести ответный удар и занять позицию, может быть, поговорим по душам. Знаете, что люди, которые вас пытаются доминировать, это такие же люди. У них есть тоже свои слабые места. Они тоже не рассчитывают на какой-то неожиданный удар под дых или в челюсть. Они не рассчитывают. Дайте ему удар один. Дайте. По почкам замочите. Когда он не ожидает. И он захочет с вами договариваться. Я же прекрасно помню, как в студенчестве мы сидели с моим партнером и медитировали. Я не знаю, вот эта фраза, я ее навсегда запомнил. Мы будем жить иначе. Да мы же все это видели. Мы видели эти рассказы, мы их слышали. Они коробили нас всегда. И как так можно? Я считаю, что будущее России, то есть сильное настоящее и мощное будущее возникает именно тогда, когда граждане, когда экономические субъекты, когда люди умеют генерить свободы и защиту от злоупотребления власти и контроля. Мы интуитивно схватили этот подход. И этот подход давал всегда нам возможность после жесточайших падений подниматься и идти дальше. И все это началось благодаря тем явлениям. Мы будем жить иначе. Благодаря созданию коалиции и благодаря тому «нет», вот, который стал самым ярким «да». Я очень много работаю. Вы знаете, я стараюсь сделать этот мир лучше. Но достаточно ли того, что я делаю, что мы вместе с вами делаем? От чего зависит, в каком мире мы будем жить завтра? От чистоты бизнеса, который мы ведем, от языка, на котором говорим, от песен, которые мы поем. Я думаю, все это определяет наше будущее. Если вам так же, как и мне, важно это, приходите 1 июля по ссылкам в описании и скачивайте мой новый альбом. Качай новый альбом Игоря Рыбакова на всех главных музыкальных площадках страны. Ссылки в описании. Мне принесет успех, с нами до конца, мы сверху.